Еще раз всем доброго утра. С прошлого ритуала еще свечи догорают, поэтому я совершаю следующий ритуал. Поскольку у меня энергии хватает на разные ритуалы, поэтому я могу спокойно совершать несколько ритуалов, оставляя тот алтарь, который есть, собственно говоря. Но этот ритуал, который я сейчас подарю, только для практиков. Вы можете заказать только у практика такой ритуал. И никак иначе вам самим это делать никак нельзя. Это делается практиком по заказу человека. Итак, дорогие друзья, часто пишут, можно ли ритуал на возврат долга. Не можно. Во-первых, потому что вы сами этого сделать не сможете, у вас сил не хватит. Во-вторых, потому что люди настолько осатанели, что если в древние времена возвращали долг колдуны, нагоняя страх, ужас, кошмарные сны и прочее, где было сказано, что если долг не вернешь, тебе будет плохо, и будешь проклят, и дела пойдут не так, то человек от страха и от внутреннего сомнений и из-за угрызения совести все-таки думал, что надо отдавать, и отдавал долг. В наше время людям говори, что хочешь, им хоть самого сатану и черта-батюшку покажи. Они просто отряхнутся, скажут, что это всего лишь кошмар, не надо брать в голову, и пойдут дальше. Даже если у них вся родня помрет, они будут думать, что это всего лишь совпадение, и нечего тут думать и переживать, и нечего возвращать долг. Понимаете? Поэтому в наше время заставить вернуть долг – это практически нереально и невозможно. Потому что магия, она все-таки не лишена логики, она смотрит на все трезво. И ведьмы тоже должны смотреть трезво на все. Конечно, можно там месяцами работать, но стоит ли оно того? Игра не стоит свеч. Согласны? Человек, который закажет у вас эту работу, наверное, заплатит вам больше, чем его долг стоил. Однако просто так оставлять обидчику вот долг, который он так бессовестно взял и так нахально и спокойно не отдает, зная, что у вас нету, наверняка вы отдали на основе доверия. Наверняка этот человек был вам близкий, знакомый. Значит, наверняка у вас не было соглашений, подписанных бумаг. И понятное дело, что вы нигде ничего никому не докажете. Закон на его стороне. И поэтому, как быть с этим делом? Что делать все-таки? Человек взял, вот так вот нагло взял, спокойно ушел, или вы за него платите кредит, или он вам должен вообще не отдает, еще при встрече улыбается, да, так вот нагло и спокойно, и понимая, что он безнаказанный. Что делать? А я вам скажу, что делать, чтобы стало легче. Во-первых, я говорю и повторяю, что если вы хотите справедливости, вы должны эту справедливость просить и требовать. Если вы говорите, что вы зла не желаете, ничего не желаете, при этом в глубине души хотите, чтобы человек был наказан, а каждый нормальный, адекватный человек хочет, чтобы тот, который его обидел, был наказан. Потому что если он не хочет наказания для того, кто его унизил и обидел, значит, у него с головой не все в порядке. Нормальный человек хочет наказания за зло. И это нормальное обычное желание, вполне понятное человеческое желание. Так вот, если вы хотите, чтобы он был наказан, вы должны это делать, вы должны хотеть. Подобный ритуал совершает только практики. Я в данный момент прочитаю от своего имени, но если это заказ работы, да, человека, который обратился, то читается от его имени. Нужно положить его фотографию наверху, между этими фотографиями поставить свечу, внизу положить фотографию должника, если есть. Если нету, то хотя бы должны, более-менее конкретные данные. Его имя, фамилия, отчество, дата рождения. То есть я вам сейчас по ходу дела объясню. Точно так же можно этот ритуал применить и к обидчикам, не обязательно к должникам. Человек, которому вы сделали добро, но он ответил вам злом, он тоже ваш должник. И если он вернул свой долг человеческий злом, значит, он до сих пор вам должен за это добро. Вы можете за это добро, не возвращенное вам, точно так же отдать ему все ваши болезни. Итак, ритуал называется «Отдать
болезни свои должнику. И не только свои болезни, но отдать болезни твоих будущих детей и внуков на 7 поколений его детям. Распределить по всему его роду тот долг, который он вам не отдал. Задолжал и издевается. Неважно, как он задолжал, взял ли он машину, платите ли вы за него кредит, или вы сделали ему добро, скажем, поверили в каком-то деле, он вас кинул спокойно. Либо он пришел, погостил, взял у вас подарки, был вами принят и сделал вам зло вместо добра, да? Он точно такой же ваш должник по жизни, потому что вы сделали ему добро, а он ответил злом. Вы этому человеку тоже можете вполне спокойно отдать все свои болезни и болезни своих детей, будущих поколений до 7 колена, его поколению. Если кто-то будет сейчас как по-ханжески говорить, ой, это как же так можно? Ну, знаете, вот зашуганная толпа вот таких загнанных, несчастных, забитых существ, может быть, это и скажет. Но достойный человек скажет так, да, это справедливо, и это правильно. Если вы согласны, чтобы тот, который взял у вас деньги, улыбался и издевательски высмеивал вас, пожалуйста, быть бараном никому не запрещено. Но если вы достойный человек, вы можете вполне его наказать за то, чтобы неповадно было. Я вам еще раз скажу, все прощающим бывают люди слабого характера, слабые и несчастные. Они просто прикрываются под религиозностью или все прощением, потому что они не знают, как быть от бессилия. Но в глубине души эти люди более мстительные и более коварны, чем кто-либо, чем те, которые открыто говорят, да, я хочу, чтобы ему было плохо за то, что он мне сделал. Итак, если есть у практиков богиня Фемида, будет идеально. Освящение алтаря на ваше усмотрение, благовоние на ваше усмотрение. Если вы делаете для человека сверху, положите его фотографии, снизу фотографии должника, между ними свеча. Если нет фотографий, то фотографии заказчика, скажем так, грубо говоря, и рядом свеча, рядом с фотографией, но произносить при этом имя должника как можно более подробно, его данные. Начнем. Я взываю ко вселенской справедливости. О Вселенная, кто мне должен, кто взамен взял, кто взял и не вернул, кто просил и обманул, тот моим рабом навеки стал. Долг священен, кто долг не вернет, взамен моей болезни себе заберет. Отдаю я должнику свои болезни, получай мои болезни, бери мои болезни, себе забирай, и болезни моих детей, и детей моих детей до 7 поколения. Отдаю должнику рукой справедливой судьбы свои болезни, а его детям и детям его детей болезни моих будущих поколений до 7 колена. Не отдаешь мне долг, а я отдаю тебе свои болезни, а твоим детям болезни своих поколений до 7 колена. Справедливая судьба. Пусть будет так, как я сказала, ибо это справедливо, ибо это достойно, истинно, заклято. Поскольку до 7 колена вы отдаете свои болезни ему, то читаем 7 раз. После того, на следующий день, после ритуала, относите сладости, водку и 13 монет. Можете на перекресток, можете на берег пруда или реки. Открывайте, выплесните чуть-чуть на землю. Эти сладости разложите, монеты в том числе, и скажите: за справедливый суд откуп отдан. Отвернитесь и идите. И вы посмотрите, вы будете оздоравливаться, а тот человек, который это сделал, будет болеть. Еще раз говорю, этот ритуал можно совершать только попросив практика. Вам этого делать нельзя, имея непосредственно прямую связь с Фемидой
может только практик, потому что у этого человека налажена связь с этими силами. Понимаете? Ему разрешено и можно. Не потому, что мы такие жадные и не хотим никому ничего отдавать, только сами хотим провести, а потому что это опасно. Особенно Фемида. Она очень суровая богиня. Это вселенская справедливость. Ее по-другому еще называют карма, карающая матерь. Ее по-другому еще называют матерь-судьба. Рядом с ней находятся духи мщения. Рядом с ней находятся духи справедливости. Если человек виноват, она будет карать беспощадно. Даже если этот человек сам попросил суда, но сам, будучи виноватым, он не получит от нее помощи, он получит от нее наказание. Поэтому учтите, такие ритуалы может совершить только практик. Только по той причине, что практику просто более знакомы эти силы. И практик знает, как откупиться, что делать, каким образом и прочее, прочее. Но если вам сделали больно, если вам не возвращают долг, вы знаете, что этот человек все равно уже не вернет никогда, скиньте ему это все. После того, как вы это провели, если он вдруг вздумал вам вернуть эти деньги, не берите. Мой вам совет. Потому что если вы это возьмете, получается, что вы уже не правы. И уже его болезни вы себе получите. Поэтому подумайте хорошо. Вы должны провести на того человека, от которого уже надежды никакой нет, что он вернет. Или вам уже плевать. Вы просто хотите его наказать, потому что он наглый. И запомните, после этого, если он смягчится, вернет, потому что бывает такое, что они, напугавшись внутри, понимают подсознательно, их сила как-то вот защищает им, как бы внутри подсказывает, толкает, мол, верни, можешь сдохнуть. И они могут прийти и вернуть, не берите эти деньги. Вот и все. Потому что это уже будет несправедливо. Вы ему перекинули свои болезни, еще и деньги обратно взяли. Этого делать нельзя. Я надеюсь, что все поняли, при каких обстоятельствах кому можно применить этот ритуал. Всем удачи!